Сигнал к наступлению – лобстер. На американских авианосцах в Индийском океане подали традиционный ужин перед началом боевых действий. Аналитики предупреждают, в случае атаки США Иран попытается втянуть в прямой конфликт как можно больше стран мира. Скандальное интервью посла США в Израиле. Он заявил, что Израиль имеет право на территории от Нила до Ефрата. Украина ударила ракетами «Фламинго» по заводу, где делают орешники. Трамп в бешенстве из-за отмены Верховным судом тарифов. Главный выигрыш у Китая, которому теперь есть о чем поговорить с президентом США. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В социальных сетях распространилась информация о том, что американским военнослужащим подают люксовые блюда перед возможным конфликтом с Ираном, что вызвало бурные обсуждения онлайн. Официального подтверждения этой информации нет. Сторонники теории указывают на так называемую концепцию surf and turf – подачу стейка с морепродуктами, якобы сигнализирующую о скорой отправке на боевое задание. В частности, бывший военный помощник США Бас Паттерсон 21 февраля поделился постом с Interceptor News. Срочно американским войскам подали меню, включающее стейк, пирог, крабовые клешни и лобстера. Если вы понимаете, о чем речь, вы в курсе. Дело началось, что вызвало слухи о скорой военной операции. Однако ни Пентагон, ни другие официальные источники не подтверждают связь этих блюд с развертыванием войск. По данным The Daily Dot, слухи о стейках с лобстером возникли еще в 2025 году, после вирусных видео, на которых солдатам подавали роскошные блюда в столовой. Пользователи предполагали, что это последний ужин перед отправкой на миссию, либо связали с длительными или опасными заданиями. На самом деле, такие блюда часто подают во время праздников, памятных дат или для поднятия боевого духа. В одном из широко обсуждаемых видео 2025 года солдат уточнил, что стейк с лобстером подавали в честь дня рождения армии США, а не перед боевым развертыванием. Иран и США стремительно скатываются к военному конфликту, поскольку дипломатические усилия по ядерной программе Тегерана не дают результатов, отмечают официальные лица, дипломаты стран Персидского залива и Европы. Соседи Ирана и Израиль считают эскалацию вероятной, а Вашингтон наращивает одно из крупнейших военных развертываний в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Правительство Израиля готовится к возможной совместной операции с США, хотя решение еще не принято. Это станет второй атакой США и Израиля на Иран за год после ударов по военным и ядерным объектам в июне прошлого года. Нефтедобывающие страны Персидского залива опасаются, что конфликт может выйти из-под контроля и дестабилизировать регион. Переговоры между Ираном и США зашли в тупик. Когда оманские посредники передали предложение по ракетам, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отказался открыть конверт и вернул его. После женевских переговоров стороны согласовали руководящие принципы, но расхождения остались. США ожидают письменное предложение от Ирана, а Тегеран готовит проект контрпредложения. Президент США Дональд Трамп направил в регион авианосцы, военные корабли и истребители, предупредив Иран о действительно плохих вещах в случае отказа от сделки. Он установил крайний срок от 10 до 15 дней, вызвав угрозы ответного удара по американским базам и рост цен на нефть. Американские официальные лица утверждают, что решение о применении силы еще не принято. Но Трамп рассматривает возможность ограниченного удара, чтобы заставить Иран согласиться на сделку. Возможные сроки действий пока не ясны. Американские войска будут полностью развернуты к середине марта, а госсекретарь Марко Рубио встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 28 февраля для обсуждения ситуации. Удар по Ирану может втянуть Дональда Трампа в затяжной конфликт с серьезными потерями и без быстрой победы, предупреждает The New York Times. По оценкам экспертов, Иран располагает разветвленной системой ПВО, крупным арсеналом баллистических ракет, дронов и противокорабельных средств, а также сетью региональных прокси-групп. Его ракеты средней дальности способны поражать американские базы по всему Ближнему Востоку, от Турции и Израиля до стран Персидского залива. Аналитики подчеркивают, что у США нет дешевого и чистого военного сценария против Тегерана. Любая атака почти неизбежно вызовет ответные удары и приведет к потерям среди американских военных. Фактор, особенно чувствительный для Трампа в электоральный период. По их мнению, Тегеран делает ставку на быструю эскалацию и расширение конфликта сразу на нескольких направлениях, чтобы распределить боль и цену войны. Страны Персидского залива, где размещены американские базы, уже опасаются, что могут стать мишенью ответных ударов.
Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил в интервью подкастеру Такеру Карлсону, что Израиль имеет библейское право на контроль над всем Ближним Востоком, или, по крайней мере, над его основной частью. Вы ссылаетесь на книгу «Бытия». В «Бытие» 15 говорится об Аврааме. Авраам получает от Бога известие о том, что его потомки унаследуют землю. И скажите мне как богослову, если я ошибаюсь. Но, по-моему, речь идет от Евфрата до Нила. Думаю, это правильно. И это, по сути, охватывает весь Ближний Восток. То есть Левант, Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, а также большие части Саудовской Аравии и Ирака. Это было бы... Не уверен, что доходит так далеко. Это был бы большой кусок земли, но суть в другом. Это охватывает много территорий, которые сейчас являются отдельными странами. Но конкретно эта территория, о которой мы сейчас говорим, Израиль, это земля, которую Бог дал через Авраама избранному народу. Это был народ, место и цель. Мы можем смотреть на это именно так. Так Бог дал эту землю своему народу евреям или не дал? Вы утверждаете, что дал. Что это значит? Есть ли у Израиля право на эту землю, если вы ссылаетесь на Бытие? Вы говорите, что это изначальное свидетельство. Было бы нормально, если бы они забрали все. Но я не думаю, что речь идет о том, о чем мы говорим сегодня. Китай тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке. По данным телеканала, как минимум одно закрытое испытание прошло в июне 2020 года на полигоне Лобнор, несмотря на действующий с 1996 года мораторий Пекина на ядерные тесты. Собеседники CNN утверждают, что Китай разрабатывает ракеты с разделяющимися боеголовками и тактическое ядерное оружие малой мощности, которое может применяться в региональных конфликтах, в частности, в сценариях вокруг Тайваня. В Вашингтоне опасаются, что такая модернизация расширяет возможности Пекина по использованию ядерного арсенала в кризисных ситуациях и приближает его потенциал к уровню России и США. Официальный Пекин обвинения отвергает. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил CNN, что страна придерживается политики неприменения первым и соблюдает мораторий на испытания. В Канаде продолжается ежегодная серия арктических военных учений «Нанук Нуналивуд». Военнослужащие 41-й бригадной группы канадской армии провели тренировку по спасению на льду в рамках операции, направленной на отработку действий в условиях Крайнего Севера и демонстрацию способности страны защищать свою часть Арктики. Маневры проходят в Йеллоунайфе, столице северо-западных территорий. Военные отрабатывали сценарии, при которых патруль может провалиться под лед, а также процедуры самоспасения и эвакуации. Только что прыгнул в эту холодную воду после недели, проведенной за тренировкой. Температура около 4 градусов, и это, конечно, шок. Когда заходишь, думаешь, что все будет в порядке, что сможешь контролировать дыхание и все такое, но ты там, тебя накрывает холод, и ты понимаешь, что это действительно очень холодно. Не просто холодно. Но нет, ты просто контролируешь дыхание, выходишь и идешь дальше, наверное. В целом было действительно здорово собрать войска вместе. И на самом деле мы хотели сделать следующее. За последние несколько лет мы не проводили много операций в Арктике. И мы приехали сюда, чтобы восстановить силы. У нас много новых военнослужащих, поскольку армия стремится к росту. И мы хотели доставить их сюда, обучить их и сделать это в безопасной обстановке, где мы действительно многому научились. А в следующий раз, возможно, мы сможем продвинуться дальше на север. Возможно, мы сможем продвинуться дальше и реализовать проект где-нибудь еще. Личный состав столкнулся с экстремальными погодными условиями. Температура в отдельные ночи опускалась до минус 50 градусов по Цельсию с учетом ветра. Учения призваны повысить готовность армии к действиям в арктической зоне на фоне растущего стратегического значения региона. Украина атаковала Воткинский завод в Удмуртии. Это предприятие производит ракеты «Искандер-М», «Тополь-М», «Кинжал», «Ярс». Информацию уже подтвердил украинский генштаб. Воткинский завод находится более чем в 1300 километрах от границы с Украиной и участвует в производстве баллистических ракет средней дальности «Орешник». Осинт-аналитики подтверждают, видео с пожаром снято буквально в полукилометре от очага возгорания. Местные жители сообщают о повреждении цехов номер 22 и номер 36. Ранее телеграм-каналы «Астра» и украинские мониторинговые ресурсы указывали, удар был нанесен ракетами «Фламинго». Совладелец и главный конструктор оборонной компании Firepoint Денис Штиллерман опубликовал видео запуска ракет «Фламинго», которые могли атаковать Воткинский завод в российской Удмуртии. Вот короткое видео, без контекста,
Контекст позже. Подписал Штиллерман короткое видео в соцсети. Воткинский завод включен в санкционные списки США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины и считается ключевым производителем ракетного вооружения стратегического и оперативного уровня в России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает Украине прекращением аварийных поставок электроэнергии. Причина – нефть. Фицо потребовал, Киев должен возобновить поставки нефти в Словакию до ближайшего понедельника. В противном случае, пообещал премьер, электроснабжение Украины будет остановлено в тот же день. Если в понедельник президент Украины не возобновит поставки нефти на Словакию, в тот же день я потребую от соответствующих словацких компаний прекратить поставки аварийного электричества на Украину. С начала войны Словакия оказывает помощь Украине. На нашей территории находится около 180 тысяч украинцев. Мы предоставляем гуманитарную помощь, организуем совместные заседания правительств. Мы делаем для Украины значительно больше, чем некоторые другие страны. Президент Украины отказывается понимать наш мирный подход и ведет себя со Словакией злонамеренно только за то, что мы не поддерживаем войну. Сначала он прекратил поставки газа на Словакию, что нанесло нам ущерб в 500 миллионов евро в год. Теперь остановлены поставки нефти, что создает нам дополнительные убытки и логистические трудности. Если Западу не мешает, что был взорван газопровод «Северный поток», Словакия не может принимать словацко-украинские отношения как односторонний билет, выгодный только для Украины. Словакия гордая и суверенная страна, и я гордый и суверенный словацкий гражданин. Глава МИД Украины. Андрей Сибига 12 февраля сообщил, поставки российской нефти через трубопровод «Дружба» были приостановлены с 27 января после российского удара по участку на украинской территории. Он добавил, что Венгрия готовит жалобу из-за проблем с транзитом. Позже премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, его страна тоже может присоединиться к энергетической блокаде Украины. Весь мир обсуждает реакцию Трампа на отмену его главного политического и экономического детища – тарифов. С момента возвращения в Белый дом Трамп добился впечатляющих результатов в консервативном Верховном суде, включая решение, которое затруднило блокирование его программы нижестоящими судами, а также ряд важных чрезвычайных решений, одобряющих его иммиграционную политику и стремление к консолидации власти в исполнительной ветви власти. А в 2024 году суд предоставил президенту иммунитет от уголовного преследования за некоторые действия, предпринятые им в последние дни первого срока. Знаковое решение, на которое администрация продолжает регулярно ссылаться в последних судебных делах. Однако эта успешная серия крупных успешных дел в пятницу резко оборвалась. Двое судей, которых он назначил в течение своего первого срока, Нил Горсуч и Эми Кони Барретт, вынесли решение против него. Тем членам Верховного суда, которые проголосовали против нашего вполне приемлемого и правильного метода введения тарифов, должно быть стыдно. Их решение было нелепым, но теперь начинается процесс корректировки, и мы сделаем все возможное, чтобы получать еще больше денег, чем получали раньше. Накануне Верховный суд США признал незаконными масштабные тарифы, введенные Трампом в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года. Суд постановил, что президент превысил свои полномочия, что стало серьезным ударом по одному из ключевых направлений его экономической политики во втором сроке. В ответ Трамп подписал новые указы. С 24 февраля вводятся пошлины на основании статьи 122 закона о торговле 1974 года. Они частично заменяют прежние тарифы в диапазоне от 10 до 50%, которые теперь отменены. Новая мера предусматривает временную ставку до 15% сроком до 150 дней для решения крупных и серьезных проблем платежного баланса. Эти полномочия ранее в истории США никогда не применялись. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение Верховного суда США, который признал незаконными торговые тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом на основании закона о чрезвычайном экономическом положении. Во-первых, я думаю, это побуждает всех задуматься. Наличие Верховного суда и, следовательно, верховенство права не кажется чем-то плохим. Для тех, кто считает, что Верховный суд создает проблемы в политической жизни, Верховный суд посмотрел на Конституцию и сказал, это не соответствует Конституции. Теперь все говорят, что это замечательно, вот и все. Хорошо, когда в демократиях есть система сдержек и противовесов. Нам не следует торопиться. Потому что, как я заметил, президент Трамп спустя несколько часов заявил, что пересмотрел меры и ввел новые пошлины.
но на этот раз более ограниченные и для всех. Так что посмотрим. Мы внимательно изучим последствия, что можно сделать, и будем адаптироваться. В конечном счете, чего мы хотим? Мы хотим продолжать экспортировать нашу сельскохозяйственную и пищевую продукцию, предметы роскоши, модную одежду, косметику, авиационную продукцию. Да, я включил ее в агропродовольственный сектор. Все, что мы умеем экспортировать, а также другие экспортные товары. Потому что мы продолжаем реиндустриализацию страны, и все это в рамках максимально справедливых правил. А максимально справедливые правила предполагают взаимность, а не односторонние решения. Так что если это поможет успокоить ситуацию, то хорошо. И я думаю, нам следует стремиться к подходу, который ослабит напряженность на международной арене и продолжит модернизацию нашей экономики. Президент США Дональд Трамп отправится в Китай с 31 марта по 2 апреля на фоне решения Верховного суда США, отменившего часть введенных им пошлин. Речь идет о 20% тарифах против КНР, введенных на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Суд постановил, что президент превысил свои полномочия. При этом меры по разделам 300, 1 и 232 сохраняются. Трамп заявил, что готов ввести новую 10% глобальную пошлину с сроком на 150 дней. Для меня большая честь только что подписать из овального кабинета глобальный 10% тариф на все страны, который вступит в силу практически немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. Переговоры с Си Цзиньпином должны касаться продления торгового перемирия. Отношения остаются напряженными. Вашингтон увязывает возможные тарифные послабления с действиями Пекина по борьбе с поставками запрещенных веществ и с вопросами экспортного контроля на критически важные минералы. Торговая война уже изменила структуру товарообмена. Китай в ответ на американские пошлины резко сократил закупки сои в США, одного из ключевых экспортных товаров страны. Это ударило по американским фермерам и потребовало масштабной господдержки. Значительная часть поставок была переориентирована на Бразилию. Под давлением оказались также автомобили, электроника и промышленное оборудование. Компании закладывают тарифные риски в цены и перестраивают цепочки поставок. Я имею в виду, если Трамп поедет в Китай, его ждет теплый прием, верно? Ему расстелят красную ковровую дорожку и так далее. Но, по сути, я не вижу особых изменений. Если, конечно, не произойдут серьезные внутренние изменения в США или Китае. Верно? Вот на что я обращаю больше внимания. Но что касается двусторонних отношений, всем известно, что Китай и США — это, знаете ли, пара, которая уже давно ищет развода. Так что, знаете ли, они не смогут улучшить свои отношения за одну ночь. На этом фоне Канада и Европейский Союз активизируют экономические контакты с Китаем, стремясь диверсифицировать рынки на случай дальнейшей эскалации между Вашингтоном и Пекином. Брюссель обсуждает расширение доступа к китайскому рынку для автопрома, химической отрасли и зеленых технологий, одновременно балансируя вопросы субсидий и стандартов. Оттава усиливает диалог по агроэкспорту и поставкам сырья, пытаясь компенсировать нестабильность североамериканской торговли. Таким образом, тарифная политика США косвенно способствует перераспределению торговых потоков в пользу альтернативных партнеров Китая. Азиатские страны, скорее всего, не станут добиваться пересмотра торговых соглашений с США после того, как президент Дональд Трамп объявил о временном введении 10% глобальной импортной пошлины. Профессор права Сингапурского университета менеджмента Генри Гао считает, что большинство азиатских государств выберут осторожную стратегию. Я не ожидаю, что что-то существенно изменится, потому что сомневаюсь, что большинство азиатских экономик попытаются использовать торговлю в качестве рычага в переговорах с США. Для многих из них США — это не просто крупный экспортный рынок. Это также партнер в сфере безопасности, особенно для таких стран, как Япония и Корея, технологический партнер, а также финансовый якорь. Поэтому доминирующим инстинктом будет управление рисками, а не конфронтация или попытки пересмотреть соглашение. На Байкале завершились водолазные работы по поиску тел туристов, провалившихся под лед. Днем 20 февраля микроавтобус с 9 людьми попал в трещину на льду недалеко от мыса Хабой и провалился в воду. Глубина в месте происшествия 18 метров. Все 8 погибших подняты на поверхность. 1 человек выжил, его состояние удовлетворительное. Автомобиль двигался по маршруту, который не был согласован с турфирмами и спасателями. Местные отмечают, на участке есть трещины, безопасно стоять, но нельзя прыгать или мчаться на транспорте. Опыт водителя оказался недостаточным. Один неверный шаг привел к трагедии. Власти предложили усилить контроль за выездом на лед, дежурство спасателей в популярных местах,
конфискацию транспорта у нарушителей и информирование туристов о правилах безопасности. Вечером того же дня спасатели обнаружили еще один застрявший в ледяной воде автомобиль в Куркутском заливе.